Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 64 лет, дата исследования 26 марта 2023 года, область исследования органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна, ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены, среда стения не смещена и не расширена, новообразований в нем не визуализируется, внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры, жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено, свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 9 мм. Сердце не расширено. По стенкам коронарных артерий и аорты многочисленные, протяженные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы до 21 мм, с обеих сторон. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и дефекты контрастирования сосудистого русла не выявлено. Заключение КТ: картина неравномерной пневматизации и легочной ткани, уплотнение стенок бронхов, атеросклероза аорты и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. Рекомендована консультация пульмонолога, кардиолога. 28 апреля 2023 год. Доцент Котов М. А заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: чего-то катастрофического в легких нет, данных за ТЭЛа нет, но есть КТ-признаки хронического бронхита. По этому поводу лучше у пульмонолога проконсультироваться. Также есть выраженные проявления атеросклероза аорты и в большей степени коронарных артерий. Сформированы массивные, протяженные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Тут нужна консультация кардиолога до обследования. Вопрос пациента: как правильно называется то исследование, которое мне необходимо для точной оценки состояния коронарных артерий? Речь именно о МСКД-диагностике. В письме написано, что также есть выраженные проявления атеросклероза аорты и в большей степени коронарных артерий. Сформированы массивные, протяженные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Вот чтобы точно определить, какие именно артерии и степень поражения, какое КТ-исследование можно сделать. Именно КТ, а не просто коронарографику, так как для коронарографики нужна госпитализация, а это сложно. Ответ к МН. Котова МА: в данном случае имеет смысл делать одно из двух исследований: прямую коронарографию или КТ-коронарографию. Что лучше выполнить, имеет смысл обсудить с кардиологом.